Добрый вечер, друзья мои. Наверняка вы слышали об абреках. Абреки– это Робин Гуды Кавказа. Это люди, которые были недовольны властью, либо были недовольны местными властями, либо властью именно царившей в то время в стране их. И, взявшись за оружие, уходили в горы. Это были абсолютно не те люди, которые уходят в горы, да, создают какие-то непонятные организации. Абреки были вольные разбойники. Это были люди, которые прославились тем, что никогда не трогали простой народ, никогда не обижали невинных людей. Они всего лишь показывали свое недовольство, уходили, но, естественно, им нужно было на что-то жить, им нужно было взять на что-то покупать оружие, чтобы продержаться. И естественно, что они грабили караваны, они грабили богатых, и большую часть этих денег раздавали бедным. Кроме того, абреки помогали людям в жизненных ситуациях, они решали их многие вопросы. Это были такие благородные разбойники, которые остались в памяти людей, в памяти народов гор, и до сих пор о них слагают легенды. До сих пор жива вообще память об этих людях. Какие они были, судить не нам с вами, жестокие ли были, или были просто люди, не желающие подчиниться каким-либо порядкам, или их вынуждали уходить. Но в любом случае, это люди, скажем так, джентльмены удачи в какой-то мере. Потому что они надеялись на удачу, потому что они жили, веря в свою удачу, и иного выхода у них не было, только на удачу. На удачливую охоту, на удачливую там... То есть уход от преследования. Очень часто бывали, что они посреди ночи так вырывались и уходили из окружения, что просто царские жандармы или каратели, да, были удивлены. Многие из них, конечно, исчезли в истории, то есть неизвестно, дожили ли они до самой старости. Некоторые ушли раньше. Но дело сейчас не в этом, и речь не о том, как они жили, что они делали. Дело в том, что вот на основе удачи абрека, поскольку, знаете, вот человек, например, игрок, да, он непонятно откуда питает надежду на выигрыш и выигрывает. Человек, который надеется на авось, на удачу, почему-то вот такой человек всегда под защитой удачи, всегда удачлив, фартовый. Не замечали? Почему? Потому что он не напрягает свой мозг постоянной заботой о том, где брать деньги, что делать и так далее. И он не рисует картины ужаса, нищеты в голове. И, естественно, то, чего ты не боишься, это с тобой не случается. Вот они надеялись на удачу. И удача им сопутствовала. В данный момент я на основе легенды об абреках вот создала ритуал. Ритуал для всех. Можно провести каждому человеку, если вы хотите начать какой-то бизнес, какую-то работу, или какое-то начинание у вас есть, да? Или вы хотите получить денежное вознаграждение, или у вас работа с клиентом, предположим, вы что-то продаете, или вы развиваете свой канал, там вы блогер, предположим, и вам нужны люди, чтобы приходили. Естественно, если ваш заработок зависит от канала, например, у меня этого нет. Почему? Потому что там нет рекламы, да, я не допускаю рекламы, хотя мне много раз советовали, просили, что это лучше и нужно. Ну, посмотрим, пока мне оно не нужно. И как абрек грабил богатых людей, так вы потихоньку грабите богатые корпорации. Но грабите не напрямую с пистолетом и с камуфляжем и прочим,
А по-другому. Берете логотипы этих фирм. Ну вот, например, Айсберг. Ремонт холодильников, он уже много лет на рынке. Я вижу, все время нам отдают. Вот это хорошие фирмы. Почему? Потому что это, например, магнитик на холодильник, да, и фирма, которая бедно живет, не может себе позволить вот такие вот логотипы. Второе, окна, пластиковые окна, пластика. Второе. Третье, такси. Большой таксопарк, Престиж, которым мы пользуемся. Они все богатые компании. И у них потихоньку можно грабить. Когда вы читаете, вы вот должны вот так вот руку ложить сюда, сюда, там, на третий логотип. А потом в конце, когда говорится, что у тебя беру, у тебя, еще раз вот так ложить. Все время ложите руку на эти логотипы. То есть вы у них забираете. Чем чаще будете делать этот ритуал, да, вот выберите определенные логотипы и начинайте их грабить. Когда они себя исчерпали, вот вы чувствуете там, например, 5 раз делали, пришли вам деньги, пришли суммы отсюда, оттуда, 10 раз делали, пришли, хоть год сделали, и они дают вам, это нормально. Если вы чувствуете, что опять уменьшается, берите другие логотипы, свежие. Эти уже себя исчерпали. Энергетически вы их уже из них вынули все, что возможно. Дорогие друзья, магия – это законы Вселенной, о которых мы не знаем. Но подсознательно мы следуем этим законам Вселенной, и они нам дают определенную выгоду. То есть это не абсурд, это не из откуда-то взято, это не что-то такое, которое не дружит с логикой. Наоборот, это очень логическое, очень соответствующие законам Вселенной и космосу вещи, но которые мы не можем пока объяснить. Нет аномалии в мире. Если вам показалось, что вы увидели нечто, это не значит, что это аномалия. Это значит, что вы аномалия. Вы еще не знаете, что это такое, как объяснить. И вы его окрестили аномалией. На самом деле это вполне закономерность в природе, что-то такое, просто мы не знаем еще, что это такое. Но оно существует, имеет право существовать. Точно так же, как и магия. Я не могу вам сказать, как это работает, почему так происходит. Но то, что ритуал на деньги, которые я дарю людям, дают им деньги, это факт. Ну вот, собственно, и все, да? Итак, ложим руку и читаем. Ну, читать нужно вообще-то как бы от имени мужчины, даже для женщин. Вы читаете как мужчина, вы обрек, вы должны примерить на себя эту роль. Неважно, мужчина вы или женщина. Если вы перепутаете, там вместо мужского рода назовете женское, а в конце, ничего страшного от этого не будет. Но главное, что обрек вы должны назвать. Я обрек. Итак, я обрек, сын удачи. Горы – мое убежище. Лес – моя защита. Я неуязвим. Я обрек, сын удачи, моя удача приходит из ниоткуда. Я граблю богачей, с каждого понемногу. Золото да деньги себе забираю. И ты отдай, и ты отдай, и ты отдай. Все отниму, все заберу, ваше мое, все, что хочу, себе беру. Удачей обрека граблю вас. Как обрек грабил купцов и богачей, так и я, став обреком, граблю богачей. Как я сказала, так и будет. Ограбила, их добро себе взяла. Истинно. Еще раз скажу. Давайте. Я обрек, сын удачи. Горы – мое убежище. Лес – моя защита. Я неуязвим. Я обрек, сын удачи. Моя удача приходит из ниоткуда. Я граблю богачей, с каждого понемногу. Золото да денег себе забираю. И ты отдай, и ты отдай. Все отниму, все заберу, ваше мое. Все, что хочу, себе беру. Удачей обрека граблю вас. Как обрек грабил купцов и богачей, так и я, став обреком, граблю богачей. Как я сказала, это уже вы женщина, уже в конце вы говорите как женщина. Как я сказала, так и будет. Ограбила, их добро себе забрала. Истинно. Сделайте, берете эти логотипы, читайте несколько раз, сколько угодно. В принципе, 3, 7 раз, 9 раз, насколько вас потянет. Вы чувствуете вот энергию, тепло идет по рукам, по пальцам.
Все, через некоторое время из ниоткуда вам деньги. Потом опять. И так, как я вас научила. Как только чувствуете, что оно ослабевает, берете другие логотипы, потому что вы их уже, значит, исчерпали. Ну что ж, желаю вам удачу обрека.